Всем здравствуйте! Очень рада всех вас видеть. Наконец-то готов мой кардиган. Точнее, задумывался, это жилет. В одном из прошлых видео я немножко о нем рассказывала, но когда вещь была готова, я поняла, что это очень женственный, очень романтичный, очень крутой кардиган, который, кстати, подойдет на абсолютно любую фигуру. Еще хочу сразу же сказать, я там в процессе снятия мастер-класса называла его то жилет, то блуза, так что вы не обращайте внимания. Вяжем мы кардиган. Он классно смотрится. Сейчас покажу, как он выглядит расстегнутый вообще. Девчонки, просто супер. Спинка удлиненная. То есть мы видим, что спинка доходит у меня до колен. Я вам сейчас еще сюда по бокам поставлю видеонарезку, как классно он смотрится на улице, особенно если ветер, вот этот шлейф просто так играет и такой образ создает. К тому же этот кардиган подойдет абсолютно на любую фигуру. Потому что его крой так задуман, что он, смотрите, сзади у нас все выравнивает, вытягивает, скрывает все какие-то недостатки. Если что-то там, большая попа или еще какие-то складочки лишние, то есть все аккуратно прикроет. Если есть какие-то проблемы с плечевой зоной, у нас есть рукавчик, который также все аккуратно скроет. И посмотрите, как шикарно подчеркнет декольте. Очень круто. А полоски по бокам вы видели? Которые моделируют наш силуэт. Они вытягивают нас и делают такие стройные ноги, как продолжение ног. Кстати, можете заметить, что кардиган вяжется с убавлениями и прибавлениями. Я в мастер-классе покажу все, как вяжутся убавки, как делаются прибавки. А для спонсоров канала во вкладке сообщества уже доступны схемы, можете зайти и скачать. Если вы не спонсор канала, то я в описании под видео оставлю ссылку, кто такие спонсоры канала и как им стать, если вы хотите. К тому же спонсорская подписка сейчас стоит всего лишь 49 рублей. Оформляйте и пользуйтесь схемами ко всем моим мастер-классам. Крой у кардигана, как вы уже заметили, не совсем обычный. Он, кстати, имеет только плечевые швы, то есть вяжется единым полотном. И начинаем мы снизу, со шлейфа. Постепенно делая прибавление, мы набираем нужную ширину нашего кардигана. И дальше переходим в длину и начинаем моделировать кардиган по нашей фигуре, то есть при помощи убавлений и прибавлений. Если вы заметили, то кардиган имеет завышенную талию. Это опять же сделано специально для того, чтобы сделать силуэт более стройным, более таким вытянутым. Поэтому смело вяжите его для себя. Вы будете выглядеть очень классно. Сейчас я вам покажу кардиган поближе. Расскажу, как я строила выкройку, от каких измерений отталкивалась. И еще мастер-класс по узору для этого кардигана уже давным-давно есть на моем канале. Ссылка будет в описании. Вот так выглядит выкройка кардигана. Вот снизу со шлейфа мы начинаем вязание, постепенно выполняя прибавления с обоих сторон и набираем необходимую ширину. Мы вяжем так до груди, то есть до подрезов, до самых, и затем делим вязание на полочки и на спинку. У меня вот здесь части спинки отмечены пунктирными линиями, то есть как бы полочки их чуть-чуть прикрывают. Смотрите, мы когда дошли до подреза, мы оставляем подрез и затем вяжем одну полочку, одновременно выполняя со стороны проймы прибавления для рукавчика, а со стороны выреза убавление, чтобы получился V-образный вырез. Здесь я схематично отметила вот убавление. На самом деле они идут по боковому шву, у нас полочки прямые. То есть вот на этой схеме это более наглядно видно. Убавление по боковым швам и полочки у нас, конечно, прямые. Мерки я снимала следующие. Это необходимо обхват бедер, у меня 92 сантиметра, я брала плюс 8 на свободу облегания, то есть в общей сложности 100. И вот это вот расстояние самое широкое, не учитывая планки, у меня 100 сантиметров. Затем я брала обхват груди, у меня 86 сантиметров, и вот эта вот часть, отмеченная пунктирной линией, у меня длина 86 сантиметров, опять же без планки. Затем измеряем обхват плеча или обхват бицепса при согнутом локтевом суставе. И отсюда рассчитываем длину проймы, вот это вот место, и длину плечевого скоса, вот это место. У меня 12 сантиметров.
И смотрите, у меня выкройка нарисована с распахнутыми полочками. Если мы их как бы застегнем на пуговки, то получится, что вот это вот плечо и шов рукава, они совпадут, и здесь мы выполним шов. А зеленым у меня отмечена пройма, и у нас получится вот такая треугольная пройма. Обязательно мы используем подрез. И также подрез рассчитываем из обхвата плеча, делим его на 4, и получается, что вот здесь вот у меня подрез по 6 сантиметров. Ну и ширина манжеты и планки я использовала 2,8 сантиметра. Еще раз показываю размеры. Вот здесь у меня 50, то есть я взяла 100 в общей сложности. Ширину 50 на спинку, 50 на перед. Разница между передом и спинкой у меня 40 сантиметров. Вот я, как говорила, обхват груди у меня идет без учета свободы облегания 43 сантиметра. И вот здесь очень хорошо видно, что вот у нас выполняется как полочка. Со стороны рукава идут прибавления, со стороны выреза убавления. Пряжу я использовала Vita Coco. Ушло у меня 400 грамм пряжи. И из них 300 с небольшим грамм белого цвета. И почти 50 грамм, то есть почти целый моточек ушел синего цвета. Давайте начинать. Я покажу вязание на толстой пряже, потому что на белой и тоненькой очень неудобно смотреть. Я начинаю с 6 раппортов. В раппорте 5 петель плюс 1. То есть я набрала 31 воздушную петлю. Начинаем сразу же с прибавления. Для этого вяжем еще 6 воздушных петель. И начиная со второй от крючка петли выполняем 5 соединительных столбиков. Я выполнила 5 соединительных столбиков. И дальше со следующей петли приступаем к вязанию раппорта узора. 3 воздушных, затем вяжем 4 столбика с 2 накидами. Ту же самую петлю, в которую связали столбик без накида. Как вяжется раппорт узора на моем канале уже есть видео. Ссылочка будет на него в описании. Или просто смотрите схему. Пропускаем по воздушной цепочке 4 петли. И в 5-ю вяжем столбик без накида. Все, дальше повторяем раппорт узора. Я провязала 6 раппортов узора. Получился у меня столбик без накида в последнюю воздушную петлю цепочки. И сейчас тоже выполним прибавление. Делаем еще 3 воздушных петли. 2 накида на крючок. И в ту же самую последнюю петлю цепочки вяжем столбик с 2 накидами. Затем 3 накида на крючок. И столбик с 3 накидами в ту же самую последнюю петлю цепочки. Вот мы в начале и в конце добавили раппорт узора. Теперь приступаем к вязанию второго ряда. Начинается он с прибавки. Делаем 4 воздушных. Разворачиваем вязание. И в 5-ю петлю от крючка вяжем столбик с 1 накидом. Затем 3 воздушных. И вот под воздушный мостик из 3 воздушных петель делаем столбик без накида. Все, мы уже прибавили целый раппорт узора. Дальше переходим к вязанию самого раппорта основного нашего узора. Накид на крючок. Вот 4 столбика с 2 накидами. Во второй я ввожу крючок. Провязала 2 петли. Вновь накид на крючок. В следующую петлю ввожу. И опять провязала только 2 петли. Затем 3 петли за один раз. 3 воздушных. И столбик без накида под воздушный мостик. Я провязала все 6 раппортов узора. Вот наше прибавление. Накид на крючок. Смотрите, во вторую соединительную петельку ввожу крючок, подхватываю обе полупетли
И провязываю только 2 петельки. Вновь накид на крючок, следующий соединительный столбик подхватываем. И опять провязала 2 петли. Затем все 3 за один раз. 3 воздушных. И в самый край вот этой вот прибавленной цепочки я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Все, у нас уже прибавлен раппорт в начале и раппорт в конце. И каждый второй ряд мы начинаем вот с такого прибавления. То есть с одной стороны у нас идет 6 воздушных и затем 5 соединительных столбиков. С другой стороны, да, у нас прибавка начинается, мы вяжем столбик с 2 накидами, потом столбик с 3 накидами. То есть сейчас вновь идет прибавка, и я вяжу 6 воздушных, затем 5 соединительных столбиков. И начинаю уже раппорт узора выполнять. Столбик без накида, 3 воздушных. И здесь у меня уже есть полноценный раппорт узора. И таким образом вяжем, выполняя прибавление в каждом втором ряду. Если вы так же, как я, хотите добавить цветные полоски, то смотрите, как необходимо выполнять переход между цветами. Я после 4 столбиков с 2 накидами хочу перейти на вязание белым цветом. Поэтому последние 2 петли последнего столбика без накида я буду провязывать нитью не синей, а белой. И затем перехожу уже на вязание нитью белого цвета и продолжаю выполнять раппорт узора. Всегда при переходе цвета лишнюю нить оставляем по изнанке. Все, и дальше уже продолжаю вязать нитью белого цвета. Всегда при переходе на другой цвет мы не довязываем последний элемент перед переходом, то есть не делаем последнее движение, чтобы завершить элемент. И завершаем вязание элемента именно нитью уже нового цвета. Я уже связала много прибавлений, сделала полоски. Вот здесь у вас в верхнем правом углу экрана всплыла ссылочка на отдельное видео, как выполнять переходы между полосками, чтобы было как можно меньше протяжек и чтобы изнанка выглядела более аккуратная. Доступ к этому видео есть только у спонсоров канала, поэтому если хотите посмотреть, оформляйте спонсорскую подписку. Ссылочка будет на спонсорскую подписку в описании под видео. Смотрите, теперь мы берем сантиметровую ленту и ищем ширину спинки. Я задумала, что ширина спинки будет 50 сантиметров. Это по центру вот этих вот белых полосочек, и я здесь повешала маркеры. То есть здесь у меня спинка заканчивается, и теперь я начинаю вязать уже перед. Получается, что от прямого участка до маркера у меня идет 12,5 прибавлений. То есть 12,5 раппортов прибавлено. И теперь я должна буду связать также 12,5 раппортов и для переда, также выполняя прибавление. Я после маркера связала еще 12,5 раппортов, так же как и до маркера. У нас теперь есть уже полочки. И сейчас мы будем выходить напрямую. Так как в начале я начинала вязание с 6 раппортов, то есть 3 раппорта на одну полочку, 3 на другую. И сейчас я просто вяжу воздушную цепочку и добавляю разом 3 раппорта для полочки. Набираем 3 раппорта узора и вяжем до второй полочки. Потом покажу, как добирать петли у второй полочки. Вот добавочные раппорты с одной полочки, их 3. Их добавили мы очень просто через воздушную цепочку. Со второй стороны будет чуть посложнее добавлять раппорты. Я довязала ряд до конца и сейчас начинаю вязать уже добавочный раппорт. Делаю 3 воздушных, как идет по узору, затем 4 столбика с 2 накидами. И теперь мы вяжем еще один столбик, но с 3 накидами.
То же самое место, откуда идут столбики с двумя. Этот столбик с 3 накидами заменяет нам воздушную цепочку и плюс столбик с накидами, который находится между раппортами. Сейчас мы выполняем опять же 3 воздушных и вяжем 4 столбика с 2 накидами вот в столбик с 3 накидами, которые мы делали. Подхватываю его за 2 ниточки. Видите, у нас тут как бы получился и столбик без накида, и воздушная цепочка. Таким образом выполняем набор раппортов. Я уже провязала несколько сантиметров для полочки в высоту. По краю полочки прибавки не делаю. Вяжу ровным полотном. И теперь нужно сформировать небольшие убавления для того, чтобы немножко приталить наш жилет. У меня убавления будут идти по боковому шву. В центре бокового шва у меня вот эта вот белая дорожка, и я ее сейчас буду убавлять. Довязываю 3 воздушных. Затем перехожу на белую нить. И сразу же вяжу столбик без накида вот в этот вот белый участок под воздушную цепочку. Так как следующий участок у меня синий, поэтому нужно поменять нити. Все, и дальше продолжаю вязать, как обычно, по узору. Следующее убавление нужно будет сделать через пару раппортов. Белая дорожка у нас закрылась. Я закончила убавление. Всего я убавила 5 раппортов узора. У меня уже не 6 синих полосок, а только 4. Сейчас нужно наоборот делать прибавление, чтобы жилет не был узким нам в груди. Дохожу до места, где нужно сделать прибавку. Это она будет как раз находиться между синими полосами. Это будет белая полоска. Провязываю синий раппорт. И сейчас нужно будет сделать место для белой дорожки, которую будем начинать вывязывать в следующем ряду. Посмотрите, вот я сделала накид на крючок и ввожу крючок между синими раппортами в столбик без накида. И дальше продолжаю вязать по узору. В следующем ряду в этот столбик с накидом будем выполнять раппорт белого цвета. По лицевой стороне, вот в этот столбик с одним накидом, который у нас связан между раппортами, мы будем вязать прибавление. Прибавленный раппорт будет белого цвета, поэтому я поменяла нить. И в этот столбик с одним накидом ввожу крючок и начинаю вязать раппорт узора. 3 воздушных. Сейчас мы свяжем только 3 столбика с 2 накидами. А 4-й будет просто столбик с одним накидом. Меняю нить. И вяжу столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. И дальше продолжаю вязать нитью синего цвета, как обычно, раппорт узора.
Вот у нас получилось прибавление. Таким образом, прибавляем необходимое количество раппортов также через каждые 3 ряда, как мы делали убавление. Мне осталось связать 4 раппорта до начала проймы. И сейчас я буду формировать V-образный вырез спереди. Следующий раппорт будем сокращать. Я выполняю 5 воздушных. И вяжу столбик с 2 накидами. И второй столбик. И все, и перехожу к следующему раппорту. Дальше вяжу как обычно. Также с этого ряда я начала формировать прибавление для груди, чтобы жилет не был узкий в груди. Я уже связала вот здесь столбик с 1 накидом, в который буду выполнять прибавку в этом ряду. В конце ряда убавления делаем следующим образом. Я довязала раппорт до конца, разворачиваю вязание и выполняю 4 соединительных столбика по столбикам с 2 накидами. Затем выполняю столбик без накида под воздушный мостик и начинаю вязать, как обычно, раппорты узора. Завершаю ряд, формирую убавление раппорта, накид на крючок, ввожу крючок во второй столбик с 2 накидами, опять накид на крючок, затем ввожу крючок в воздушную петлю для подъема и все 3 петли провязываю за 1 раз. Разворачиваю вязание, вяжу в столбик без накида, столбик без накида, 3 воздушных и продолжаю вязать целый раппорт узора. Убавление будем начинать формировать в каждом 4-м ряду, чтобы получить красивый и плавный срез для линии горловины. Я связала жилет на необходимую длину. Теперь буду разделять все на полочки и на спинку. Вот здесь у меня проходит как бы боковой шов. Обязательно отделяем подрез. Подрез равен 1/4 обхвата бицепса. У меня это 6 сантиметров. То есть вот как раз 4 раппорта узора у меня будет подрез с одной и со второй стороны. И я сейчас буду продолжать вязать полочку. У меня здесь моя рабочая нить. Буду продолжать выполнять V-вырез спереди и буду выполнять прибавление для рукава. Прибавления буду делать точно так же, как мы делали их при вывязывании нашего шлейфа сзади. Вот эта вот линия наклонная получится, она должна быть равна 1/2 обхвата бицепса. В моем случае это 12 сантиметров. И получается, что мне нужно добавить 6-7 раппортов узора. Я уже выполнила прибавление. Вот эта часть у меня 12 с небольшим сантиметров. Получилось у меня добавить 6 раппортов. Вот так идут убавления для V-образного выреза. И сейчас мы вот эти 6 раппортов должны будем наоборот вот с этой стороны убавить для плечевого скоса. Убавляем точно так же, как по горловине, только по горловине у нас убавление раппорта идет через раппорт, то есть раппорт с убавлениями, раппорт без убавлений. А здесь по плечевому скосу убавления будем делать в каждом раппорте узора. То есть всегда последний элемент раппорта у нас будет убавляться, как вот здесь. Делаем столько же убавлений, сколько связали прибавлений.
Я выполнила убавления, их также 6, как и прибавлений. Вот такой получился вырез V-образной горловины. И еще у меня осталось 2 раппорта на плечевой шов. А вот этот скос плеча или такой шов по рукаву. Теперь мы в точности также выполняем и вторую полочку для нашего жилета. То есть в районе подреза мы выполняем прибавление для рукава. А по полочке, по центру переда выполняем убавление для V-образного выреза. А затем перейдем наоборот на убавление, на формирование плечевого скоса. И в точности также мы свяжем спинку, только здесь у нас будут с двух сторон подрезы, поэтому мы будем с двух сторон сначала прибавлять петли, а затем убавлять. Я довязала вторую полочку. Здесь у меня также идет добавление 6 раппортов и потом убавление 6 раппортов. Вот оно плечико из 2 раппортов. И здесь V-образный вырез. Здесь раппорты мы сокращали через 1 раппорт. То есть вот сокращенный раппорт, вот не сокращенный. Затем опять сокращенный. Я уже начала вывязывать спинку, сделала прибавление, то есть 6 раппортов с одной стороны, 6 раппортов с другой стороны. Теперь, чтобы было более удобно носить наше изделие, необходимо по спинке сделать небольшое углубление для горловины. Делаем его следующим образом. Вот берем нашу спинку. Я добавила 6 раппортов с одной стороны, 6 с другой. Вычитаем эти 6 раппортов с одной стороны и с другой. У меня всего 32 раппорта. Вот я вычитаю 6 с одной, 6 с другой. Остается 20. Затем плечико осталось, как я уже вам сейчас только что показывала, по 2 раппорта. Еще убираю с каждой стороны. И углубление горловины я хочу сделать высотой на 3 раппорта. Поэтому 3 раппорта еще с одной стороны убираю и 3 с другой. И отмечаю вот это расстояние. В моем случае оно получилось 10 раппортов маркерами. То есть это будет прямой участок горловины, и потом будет такой скос на протяжении 3 раппортов, потому что глубину выреза я задала на 3 раппорта. То есть сейчас мне нужно связать 6 рядов с убавками, и когда мне останется связать 3 ряда, то я начну вязать по отдельности одну и вторую часть спинки, выполняя вот здесь вот убавочки в каждом ряду, то есть по раппорту. Я закончила вязание спинки. Вот получилась такая горловина. По горловине я делала убавление в каждом раппорте узора. С одной стороны и со второй стороны. И всего глубина горловины 3 раппорта. Теперь будем выполнять наш плечевой шов и шов по рукаву. Прежде чем выполнять шов по плечу и по рукаву, мы обвяжем край столбиками без накида. Берем рабочую нить, присоединяем. Начинаем именно от горловины обвязку. И сейчас в петельку выдерну и рабочую нить, и хвостик. Сейчас я буду провязывать столбики без накида в столбик предыдущего ряда. Теперь под воздушный мостик 2 столбика без накида. Затем опять в столбик. Вот здесь у нас столбик с общей вершиной, в него ввела крючок. Затем в столбик без накида. И опять под воздушный мостик 2 столбика. И в столбик с общей вершиной. Дальше переходим уже к скосу. Сейчас у нас идет веерок, он состоит из воздушного мостика и 4 столбиков. Вот сначала я подхватываю возле воздушного мостика. И затем вяжу столбики в соединительные столбики. То есть у меня должно получиться здесь 4 столбика без накида. В каждый соединительный столбик
по одному столбику без накида. Затем вяжем столбик без накида вот в этот вот столбик. Подхватываю его обязательно за 2 ниточки. И опять перехожу на веерок. Я обвязала до конца плечевой шов и шов рукава. Теперь беру спинку и точно так же шов рукава и шов плеча обвяжу столбиками без накида, не обрывая рабочую нить. Беру спинку со стороны рукава и начинаю обвязывать. Здесь будет немножко другой режим обвязок. Я буду вот под этот воздушный мостик вязать 3 столбика без накида. Только подхватывать буду не просто воздушный мостик, а еще ниточку от столбика с 2 накидами. Для того, чтобы не было больших отверстий. Затем идет столбик с общей вершиной. Я вяжу в него один столбик, затем второй. И дальше идет столбик без накида. В него ввожу крючок. И опять воздушный мостик, под воздушный мостик 3 столбика. И так обвязываем весь край. Оба края шва обработаны столбиками без накида. Теперь будем выполнять шов. Я буду выполнять плоский шов крючком. На канале у меня есть мастер-класс, как это делается. Я вам ссылку оставлю в описании. Можете зайти и посмотреть. Я выполнила шов. Теперь мы не обрываем рабочую нить и переходим к обработке проймы. Я петельку последнюю как бы вытяну на изнаночную сторону. Крючок с изнаночной стороны подвожу и выдерну туда петельку. Выполняем 2 воздушные для подъема. И будем обвязывать нашу пройму очень простым узором. Раппорт 2 петельки, идет чередование просто воздушной петли и столбика без накида. Ввожу крючок туда, вот откуда идет столбик без накида нашей обвязки. И выполняю столбик без накида. Воздушная петля. Выполняю столбик без накида под воздушный мостик. Воздушная петля. Сейчас буду выполнять столбик без накида под столбик с 2 накидами. Но подхватываю опять же не просто столбик, а еще ниточку от предыдущего, чтобы не было больших отверстий. Воздушная петля. И столбик без накида в стык между рядами. Воздушная петля. Под воздушный мостик столбик без накида. Воздушная петля. И выполняю столбик без накида опять под столбик с 2 накидами. Воздушная петля и столбик без накида в соединении рядов. И таким образом обвязываем весь край. Я обвязала один край проймы, дошла до подреза. По подрезу обвязываем следующим образом: воздушная петля и столбик без накида под воздушный мостик. Воздушная петля и столбик без накида в столбик с общей вершиной. Воздушная петля, столбик без накида под воздушный мостик. Воздушная и в столбик с общей вершиной вводим крючок.
Таким образом обвязываем весь подрез. Я выполнила обвязку по подрезу. Переходим на вторую часть проймы. Воздушная петля и вяжем столбик без накида под воздушный мостик. Воздушная петля. Пропускаем вот этот вот столбик, 2 столбика с общей вершины и под воздушный мостик столбик без накида. Воздушная петля и столбик без накида в основании 4 столбиков с 2 накидами. Вновь воздушная петля и под воздушный мостик. Воздушная петля, опять пропустили вот этот вот двойной столбик и под воздушный мостик. Воздушная петля и вновь в основание столбиков с 2 накидами. Таким образом обвязываем до конца проймы. Я обвязала также вторую часть проймы, и саму обвязку мы будем выполнять по спирали. И чтобы аккуратно перейти на вязание по спирали, посмотрите, я сделала воздушную петлю, и сейчас в основание столбиков с 2 накидами свяжу просто соединительную петлю, затем воздушная, и под воздушные петли подъема, которые мы делали в начале нашего ряда обвязки, я вяжу столбик без накида и перехожу на вязание по спирали. Воздушная петля, и между столбиками без накида, то есть под воздушные петельки, я вяжу столбики без накида. И таким образом вяжем на необходимую ширину манжета. Я связала всего 10 рядов обвязкой. Закончила также в области плечевого шва. Я сделала столбик без накида и воздушную петлю. Теперь обрезаем рабочую нить и выдергиваем остаток. И затем незаметно заканчиваем вязание. Как выполняется такой способ, подробный мастер-класс есть на канале. Ссылочка будет в описании. Состыковала ряд. Выглядит незаметно. Обвязка рукава готова. Теперь точно так же выполняем шов и обвязываем второй рукав. Оба рукава уже оформлены. Теперь нам нужно оформить все планки у нашей блузы. Смотрите, я развешала маркеры. 2 зеленых маркера по горловине при переходе к полочкам. И по краям полочек 2 красных маркера. Там, где маркеры красные, прибавка в планке будет делаться в каждом ряду. Там, где зеленые маркеры, будем 2 ряда вязать с прибавлениями, 2 ряда без прибавлений. Обвязывать планку мы будем точно так же, как и рукава, по кругу. Начинать будем снизу нашего изделия. По краю шлейфа прибавки будем делать по мере необходимости. То есть, если будет шлейф подгибаться, то будем прибавлять. Я вам напишу на экране, поскольку петель я набирала и по какой части нашего кардигана. Вы сделаете скриншот и будете спокойно обвязывать. А для спонсоров нашего канала во вкладке сообщества есть все схемы. Заходите и скачивайте. Я дошла до места, где необходимо выполнять прибавление. Вот воздушная петля, отмеченная маркером. Я маркер убираю. Вяжу туда столбик без накида, воздушную петлю и еще один столбик без накида под ту же самую воздушную петлю. То есть в одной петле у меня получилось 2 столбика. И теперь воздушную петлю между столбиками отмечаю маркером. Я уже выполнила всю планку. Она также составила 10 рядов, как и манжет на рукавах. Я сделала петельки. Они выполняются очень просто. Я сделала 3 воздушные петли и пропустила 3 петельки по вязанию. Пришила пуговки. Это такие перламутровые полусферы. Обязательно используйте сзади потайную пуговку, чтобы вязание не вытягивалось. Смотрите, как ровно лежит планка. Вот она еще не утюжена, ничего. Какие красивые ровные уголки. Их не закручивает и не выгибает. По шлейфу, по поводу прибавлений, я сделала их только в самом первом ряду и в самом последнем. То есть по самому низу шлейфа. Прибавок почти делать не надо, он лежит и так достаточно хорошо. Наше изделие готово, надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, пока!